Вы не сможете удалить перманентный макияж. Вы должны понять, что очень много видов перманентного макияжа, которые вы делаете бесстрашно, не соблюдая симметрию, неправильно подбирая цвет, ваш клиент никогда не сможет удалить. И вы таким образом распространите вокруг себя сарафан о том, что вы некачественный мастер, который даже ошибки свои исправить не может. Самое, наверное, ужасное, что нельзя удалить, это брови, сделанные гибридными красками, которые сидят не на месте, которые асимметричны. Вы будете удалять это годами. Когда уже лазер не будет просто видеть краску, останется желто-оранжевый, скорее всего, такой подтон, который вам все равно в итоге придется перекрывать. Поэтому я призываю вас, не работайте с клиентами, если вы не видите формы, если вы совершаете ошибки по симметрии, которые потом вам захочется удалить. Либо начинайте работать с минеральных пигментов, потому что если вы совершите ошибку на них, то удалить можно будет до чистой кожи без всяких желтых и оранжевых остатков, которые потом еще годами, если это гибриды, вы будете удалять ремувером, повреждать кожу, а это все нехорошо. Поэтому у вас есть два варианта. Во-первых, стать мастером, который не ошибается, видеть форму, видеть симметрию, а во-вторых, начинайте работать с минералов, если все-таки вы мастер, который ошибается. Кстати, если вы работаете минералами и вы заглубитесь, то вы должны понимать, что и эту краску удалить, если невозможно, то тоже сложно. Потому что, например, вот у меня есть квадратик, сделанный минеральным пигментом. Я удаляла его лазером уже 3 или 4 раза. Он особо цвет не меняет. Бледнее не становится. Но, конечно, что хорошо, в нем нету инверсии в оранжевый, как это бывает с гибридными красками. Поэтому, наверное, в принципе, самое важное – это начинайте работать с клиентами только когда вы уверены в своем мастерстве, в том, что вы видите форму и симметрию. А до этого тренируйтесь, сотни латексов, сотни листов бумаги, чтобы научиться видеть, понимать, как красиво. И, кстати, это вы можете сделать в нашем инкубаторе. У нас есть прекрасный курс по тому, как начать уметь видеть симметрию, потому что это навык прикладной. Ссылка будет в описании к этому видео. Welcome! Есть еще такая зона, как губы, на которых, если вы поработаете минеральными пигментами, а такие есть, то есть на губах я предпочла бы работать органикой, потому что она будет удаляться, светлеть, бледнеть, но она не станет серой, как станут минералы после воздействия лазером. Есть некоторые гибридные краски, которые тоже могут дать небольшой серый оттенок, но минеральные краски, красные для губ, станут просто сизо-серыми после воздействия лазера, если вы соберетесь удалить свою какую-то неправильную форму или, возможно, если вы напятните с клиентом. Поэтому опять не совершайте ошибок, потому что губы увеличивают только косметологи. Не вываливайтесь за контур губ, это неправильно, некрасиво. Ваш клиент захочет удалить, скорее всего, эту порнографию. И не пятните, а для этого тоже нужно много просто тренировок, потому что пятна и стыки совершаются мастерами, которые просто неправильно кладут пигмент в кожу. Моя проблема большая – это черные яркие стрелки. Не делайте этого своим клиентам. У меня они хотя бы симметричные, прекрасные формы, просто они мне страшно надоели. Я хотела бы, чтобы их не было, но у меня там так много краски за много лет скопилось. Куча коррекций была, каких-то еще коррекций цветом, потому что все равно черный цвет со временем, через несколько лет, он становится все более холодным, и хочется его подтеплить. И теперь у меня так много краски на веках, что это удалить очень больно просто. Я час лежала с анестезией для того, чтобы удалить лазером. И после первого буквально щелчка я сказала: к черту, я готова помирать с этими стрелками, а никуда они от меня не денутся, потому что это так было больно, даже несмотря на анестезию. И такое количество краски, как у меня, черный на самом деле удаляется отлично, но такое количество плотно прокрашенная стрелка, она будет удаляться очень долго. Это нужно делать с шильдами, это нужно делать у большого профессионала, чтобы не повредить зрение. Поэтому я за то, чтобы... Ну вот сейчас это очень здорово, что многие мастера переходят к таким легким воздушным техникам без маразма, без каких-то плотно закрашенных огромных теней. Буквально лет, наверное, 5 назад было популярно делать вот такие листики огромные. И не только там каким-то цветом одним, но и какие-то перепады, переливы с белой подложкой. И все это на веках остается просто навечно. Оно там, может быть, куда-то мигрирует в какие-то другие оттенки, но удалить это супер сложно. Вот эти массивные стрелки, это тоже уже в общем и целом прошлый век, но все равно некоторые мастера продолжают это делать. Не надо. Легкие, полупрозрачные, небольшие какие-то, небольшие выступления, чтобы это было, знаете, похоже на пушистые ресницы, а не какие-то вот такие декоративные стрелы, с которыми ты просыпаешься утром, выныриваешь из бассейна, в спортзале находишься и везде-везде. К таким стрелкам должен человек прийти очень осознанно, понимая, что он с ними, скорее всего, помрет. Есть еще такая зона
черная, не знаю, для меня, мастера, которые просрали просто все свои возможности, у них не получается с клиентами, они проиграли конкуренцию, они лезут в закрашивание черных кругов под глазами, например, называют это камуфляжем, но на самом деле тут есть два варианта. Либо мастер кладет так мало пигмента, что его там практически не видно, и потом подсвечивает фотографию, как-то там в фотошопе подправляет и говорит, смотрите, какая классная работа, либо там ложится пластилином все, и в итоге это выглядит как это вот круг под глазами, какая-то как замазка, очень жутко, некрасиво, и это не удалить, потому что диоксид титана из кожи не удаляется, потому что эта зона супер нежная, это вообще то место, над которым трусятся все косметологи, они увлажняют, они вот это все, вот, чтобы морщинок не было, вот этим диоксидом титана утяжеленная вот эта вот зона, и в которую нужно перерыть ремувером просто, чтобы попытаться удалить, потому что лазер не сработает. Мне кажется, это просто преступление против женской внешности, потому что все вот эти вот вещи, черные круги под глазами, это здоровье, это пережатые сосуды, это какая-то гиперпигментация. Это все должны делать врачи. То есть вы лечитесь, находите свою проблему. Может, у вас с сердцем проблема, может, у вас реально там какие-то сосуды, у вас не кровоснабжается, не знаю, голова. Или у вас действительно какая-то просвечивается вена, ну, бывает такая сосудистая какая-то ерунда под глазами, которая дает вот это ощущение синяков. Или это действительно гиперпигментация, и тогда это можно решить у косметолога путем аппаратной косметологии, которой вы лишите своего клиента, если закрасите вот это все белым цветом. Также плохо я отношусь к витилиго, которая закрашивает. Я об этом много говорила. Витилиго – это штука, которая мигрирует, меняется в размере, и в итоге как бы увеличивается площадь. То есть она может находиться в ремиссии какое-то время, не двигаться, эти пятна, а потом они могут начать расти, меняться в размере, границы передвигаться, и что вы будете постоянно закрашивать, в итоге вы закрасите всего своего клиента, плюс вся поверхность кожи, которая вот пытаются люди закрашивать витилиго, она загорает и в течение года меняет цвет, и получается, что как бы вы ни подбирали цвет, он в течение года вокруг пятна будет меняться, если это лицо, все равно то, что вы сделали, будет выделяться, просто оно будет разной степени оттенок другой, потому что там какой-то диоксид титана пытается что-то намешать, и это тоже будет практически невозможно удалить. Кстати, некоторые виды белой краски диоксида титана из-за каких-то примесей, иногда от лазера или от солнца, начинают приобретать такой гнойно-зеленый какой-то некрасивый оттенок. И это все может случиться с вашим клиентом. Не надо этого делать. Очень много мастеров, которые учат этому, они продвигают и пропагандируют это. Ну, просто правда, потому что они не делают ни хорошо ни брови, ни глаза, ни губы. И они лезут вот в эти вот вещи, где, ну, типа, закрасил вот так вот и все. Ну, вот так вот положил, вот так вот намешал. И я считаю, что это неправильно, что это не нужно делать и что не нужно портить жизнь вашим клиентам. Они должны четко понимать. Еще такая есть штука, как BB Glow, это что-то из этой оперы. И все вот мастера, которые когда-то кинулись и за большие деньги портили людям лицам, они для меня, если честно, не рукоподаваемые, потому что втирать какой-то тональный крем в лицо типа на год, на полтора, там вот такая вот ерунда была. Я вижу сейчас тоже все еще по мелочи это продолжает существовать, поэтому я должна об этом сказать. Тут два варианта. Либо мастер реально туп, потому что считает, что это сработает, что он равномерно на все лицо уложит сыворотку с диоксидом титана, и она будет светоотражать его клиента, делать прекрасным. Либо он баран, честно, либо он очень четко и цинично понимает, что он всех обманывает, и тех, кому делает, и тех, кого учит, как это делать, потому что это не сработает, потому что это очень плохо. Вы автоматически лишите своего клиента огромного количества аппаратных процедур от косметолога, если диоксид титана под кожей все-таки окажется, еще на такой большой площади. Плюс очень часто заносят инфекцию, когда вот так сильно повреждают лицо, потому что, ну давайте будем откровенны, многие мастера лезут в зону врачей-косметологов, пытаясь что-то там сделать, намухлевать, но это все неправильно, это все методы, которыми не нужно пользоваться, как, например, плазмопен, как это называется, безоперационная подтяжка век, там вот какая-то дичь вот такая происходит. И даже я видела, что этими плазмопенами удаляют какой-то перманентный макияж. То есть это все зона трешаков. Вы очень легко можете испортить вашему клиенту лицо, создать ему рубцы, гиперпигментацию и потом таскаться по судам, пока вы начинающий мастер, кто-то, возможно, вам эту идею продаст, вы пойдете обучитесь и начнете это делать, но, знаете, ни к чему хорошему это не приведет.